Мурат Баташов. Как отличить ремесленника от художника? Ну, представьте себе, вот как отличить, например, водителя автомобиля. Ну, по езде. Добромолодца, как птицу видно по полету, а добромолодца по зеленым соплям. То есть видно, как человек едет. На машину его интересно посмотреть, есть ли на ней ссадины, царапины, вмятины. На реакцию, как он уступает кому-то или едет куда только ему надо, несмотря ни на что. Я как-то вез одного пассажира, просто незнакомого человека, и довольно-таки резко затормозил, видимо, без особой надобности. И он мне вдруг сказал, что он в свое время возил какое-то крупное начальство. И его научили так ездить, чтобы плавный был набор скорости, да, плавный был, и очень плавное торможение, чтобы тот начальник не дергался, чтобы он плавно вжимался в кресло и разжимал свои чресла. Представляете, какая культура вождения, что все делается плавно, абсолютно все, без всяких рывков. Ну вот это художник-водитель. А ремесленник может вот так вот все время ездить, чтобы пассажир немножечко блеванте сделать через какое-то время. Мне кажется, художник не делает лишних движений. У него каждый мазок на своем месте. Даже если кажется, что неправильно, что как бы такое хаотичное все поведение. На самом деле это намеренно делается. И достичь этого, я не знаю, сколько лет нужно потратить, чтобы этого достичь. Вообще мне эта идея очень нравится, что писать нужно так, чтобы было ощущение, что художник отошел. Зритель смотрит на картину, и ощущение возникает, что он еще не закончил, сейчас придет ее приканчивать. Вы представляете? То есть виден процесс. В живописи, в холсте виден процесс. Добиться этого, ну, величайшая задача для меня. Я люблю некую этюдность. В больших работах, маленьких, неважно, в картине некая этюдность. То есть как бы разговор, который начат, но не закончен. Вот он продолжается. Нет ощущения, что вот музыка сыграна, кода и поставлен точка. Все. Аплодисменты. Нет. Разговор продолжается. Музыка продолжается. Длится, длится, длится. Вот как надо писать. Ну, по мне. И я над этим, что называется, слезы проливаю. Как Фешин сказал, если бы мои работы имели запах, то вы бы почувствовали запах пота. Ну, тружусь вот над этим портретом, урок, который записал всего 1:22, но я над ним работал еще 2 дня. И пока придешь к результату, который тебя удовлетворяет на сегодняшний момент, ну, у меня получается не всегда так, раз и полчаса. Нет, бывает так, что несколько месяцев, даже лет. Стоит работа и настаивается, не знаешь, как решить. Как отличить ремесленника от художника? Все на своем месте. Не убавить, не прибавить. Вот мельчайшее касание кисточки изменяет всю картину. Мельчайшее, правда. И я предлагаю трудиться над тем, чтобы довести работу до того, что не убавить, не прибавить. Это искусство. Записывайтесь, друзья, на семинар, который я проведу в Гурзуфе 1 июля, с 1 по 5 июля. Не жалейте свои силы на лайки. Подпишитесь сейчас, это прям вот в этот момент, если вы это делаете, развивает мой канал, я в этом нуждаюсь. Это же наш канал, с вашей помощью он растет, пухнет так медленно. Epic Punch, скажите, пожалуйста, могу ли я дистанционно обучаться и что для начала нужно приобрести? Дистанционно можно, для этого создана онлайн-школа, и там скидки 10%, вот акция продолжается. Ну, просто нужно туда зайти, выбрать понравившийся урок. Есть видеоанонсы к каждому уроку. Для начала 1, 13, 28, базис. Вот без них никуда. Это теория, фундамент. А потом смотрите то, что нравится, потому что задачи всегда разные. И каждый урок – это какое-то откровение, какой-то новый шаг на пути к мастерству.
Но еще существует опция, когда вы присылаете мне работы на разбор. Для этого нужен фото, нужно мотива, который вы пишете, фото. И фото работы, чтобы я видел, что вы писали и где ошибки. И я делаю видео такой разбор и присылаю вам файл. Пользуйтесь этой услугой. CG Art я не учился в художественной школе и не знаю, как обрабатывать холст. Сколько слоев краски, там какие растворители др. Я искал в видео, пока не нашел. Ну, вы же будете, наверное, заказывать на Вайлдберрисе или в художественный магазин, легче съездить, холсты. И там продаются уже готовые, ничего не нужно делать. Я предпочитаю, если вам нравится моя техника, водоэмульсионный грунт, такие тоже продаются, реже, чем акриловый, но тем не менее. Какие растворители? Я пользуюсь чистым пененом, пенен, или растворитель для масляных красок, слабо пахнущий, либо без запаха. Ну, чтобы никого не отягощать своими вот этими испарениями. Итак, что еще? Кисточки разные, и щетина, и, как они называются, синтетика. Вы опытным путем почувствуете, какие вам близки. Плоские, синтетические, круглые, я тоже люблю разные. Надо все иметь и пробовать просто по-разному, разными материалами писать. Ну и все. Значит, краски масляные. Ну, мастер-класс вполне приличная компания. Все есть, все цвета есть. Можно сейчас заказывать на Озоне или где угодно, или в магазине, или в Вайлдберрисе. Так что вперед, мольберт какой-то, станочек, я не знаю, ну, тренога, этюдник, ставите холст, начинаете писать. Лариса Бриль «Всегда ли нужно в пейзаже небо?» Заметила, что даже в самый маленький формат этюда пытаюсь впихнуть невпихуемое. Вроде и стараюсь все обобщать и отбрасывать детали. И обязательно пишу хоть маленький кусочек неба. Ну и прекрасно. Почему-то пейзажи без неба кажутся такими какими-то тесными. Абсолютно точно, Лариса. Но смотрите, вот мотив без неба. Вы делаете каплю, бум, как у Климта, бум, одна точка в картине, в пейзаже, и сразу появляется пространство. Что значит небо? Это пространство, это растягивает объем вот этого полотна в бесконечность. Потому что все планы, которые собраны на переднем и среднем плане, дополняются тем, что на заднем небо есть. Цвет его, если точно передан, не попадает никуда вот на переднем и среднем, он сразу вытягивает это пространство. Вы сразу показываете широту, объем, пространство. Конечно, можно писать кусок, я не знаю, лужи, грязи, там, я не знаю, что-то еще, какие-то травки. Но если в луже отражается небо, это тоже пространство. Никуда без неба не деться. Ведь ничего нет дороже неба. Открываются небеса, чистота неба – это то, куда нас влечет, в эту красоту. 33-й урок «Цветение», малый формат, быстрый этюд. Задача – отразить состояние пасмурного дня, когда цвета не кричат, когда все спокойно, и написать нужно не контрастно, тонко. В среднем тоне он темнее, чем море. Ну, вот так его и надо писать. Задача в этой работе – найти максимально простое решение сложного мотива. И здесь я покажу простой метод, как не ошибаться в тоне. Посмотрите, как это делается. Я думаю, это очень полезный урок. И от насмотренности уроков разных задач зависит, конечно, ваш рост. Безусловно. Удачи! И еще два слова. Конечно, посмотреть – это великое дело, но самое главное в том, чтобы вы сами пробовали решать эти задачи. Совсем не нужно прям бросаться к монитору, вооружаться красками и тут же все повторять. Нет, возьмите простой мотив, который, выйдя на улицу, вы сможете решить, но решить его максимально просто, передавая состояние мотива, состояние природы в этот момент.